Почему именно соломенный дом? Штукатурку делать зимой нельзя. Через неделю у тебя уже есть. Это своего рода эксперимент. Значительно ускоряет и удешевляет в Туле, в Казахстане, в Курске. Первое, о чем должен задуматься собственник своего участка и желающий построить свой дом, о том, как правильно его расположить на участке. Есть уже основные принципы о том, что мы уменьшаем площадь остекления в северной части дома, западной, и стараемся как можно больше впустить света с южной стороны и с восточной. Здравствуйте, друзья! У нас новая стройка. Дом находится в Казани. Мы строим этот дом для нашей заказчицы Ольги. Он будет в стиле барнхаус. На этой стройке мы первый раз используем новые крупноформатные стеновые панели. Что это значит? Мы собираем уже на производстве стеновые панели в обойму. После этого делаем прямо на производстве обвязки и в горизонтальном виде штукатурим их с двух сторон. Для чего необходимы крупноформатные уже панели? Во-первых, все мокрые процессы мы переносим на производство. То есть штукатурку делать зимой на улице с фасадной стороны, с внутренней стороны нельзя, потому что вода замерзнет в штукатурке и она не схватится. На производстве у нас тепло, мы ее можем делать и зимой, и летом, в любое время, вне зависимости от сезона. То есть после монтажа этого дома можно приступить сразу к установке окон и внутренней отделки в любой сезон. Вообще по профессии садовый дизайнер. И тема строительства домов, освоения участков – это, можно сказать, профессиональная потребность и такая любовь. Идея построить второй дом, она случайно получилась, поскольку мы купили еще один участок, инициатором был муж. И он захотел построить себе дом для, для мальчиков, взрослых, место, где можно отдохнуть, собраться компанией, поиграть в бильярд. Мы решили этот дом поделить на две функции. На функцию офиса, чтобы устроить себе офис, это моя территория, и мужская территория, где можно будет поиграть в бильярд, встретиться с друзьями. То есть это дом для такого приятного времяпровождения. И задача, когда мы его строили, посыл был такой, что этот дом должен быть достаточно простым, вписываться уже в архитектуру, которая уже существует, быть достаточно интересным, иметь открытое пространство для общения, для друзей. Почему именно соломенный дом? Тенденции вообще в использовании материалов две. То есть либо очень современные материалы, либо возврат к материалам, которые традиционные, то есть такие честные, это кирпич, дерево, металл, солома. Солому люди использовали очень давно. Если вы смотрите различные конструкции старых домов, способы утепления, то есть это основной материал – дерево, солома и кирпич, глина. Поэтому мы решили сделать такой дом экологический, то есть у него основные требования, у нас были к этому дому основные требования – это высокая энергосберегающая способность, и он теплый, надежный, экологичность. Заштукатурить панели на производстве в горизонтальном положении гораздо легче, чем здесь в вертикальном. Не надо будет здесь раскладывать растворы, бадьи. Все это делается на производстве. Сюда уже приезжает в чистом виде. Плюс к этому мы строим не только в Казани, мы строим и в разных регионах. Строили в Казахстане, в Курске, в Туле, много разных регионов. Самые длинные процессы на стройке – это мокрые.
Нам необходимо выжидать, пока штукатурка высохнет, пока схватится, прежде чем наносить следующий слой. Если мы переносим все на производство, соответственно, уже после монтажа в любом регионе, здесь остается нанести только один тоненький слой финишной шпаклевки, и уже можно будет красить. Штукатурим мы также еще и для пожарной безопасности. Солома, как известно, материал горючий, но 2 сантиметра штукатурки позволяют нам утверждать, что пожаробезопасность будет приравнена уже к кирпичу. Штукатурку мы делаем в любом случае, неважно, то есть будут стеновые панели потом зашпаклеваны и покрашены, либо будет потом набит какой-нибудь деревянная отделка, как внутри дома, так и снаружи. Есть возможность не как здесь просто заштукатурить, а если бы отделка была деревянная, то мы сделали бы закладные деревянные оставили и заштукатурили уже между ними. То есть непосредственно уже к стене можно было бы набивать финишную отделку. Это очень значительно ускоряет и удешевляет процесс финишной отделки. Еще большое преимущество этих домов, что они строятся очень быстро, практически за неделю появляется у тебя уже на глазах готовый дом, его каркас, что тоже для владельца, наверное, немаловажно, поскольку это вот некое волшебство, когда совершенно на ровном участке, на пустом, появляется некое строение, поскольку сроки строительства, они любого владельца домов тоже интересуют. Вот, поскольку все процессы проходят на производстве, все это обсуждается заранее, готовится, и здесь только происходит этап сборки дома. Ну, вообще, как бы любое строительство – это несколько этапов. Это всегда возникновение идеи, подготовка проекта, работа с архитектором, работа с инженером. Затем эти проекты передаются на производство, изготовление самих конструктивных элементов дома. И ну вот на нашем доме был тоже некий эксперимент. Ребята, они подготовили панели уже к черновой отделке. То есть оштукатуривание стен уже происходило уже на производстве. И на самом деле для, опять же, владельцев это тоже немаловажно, поскольку это тоже уменьшает время производства работ по черновой отделке. А отделка – это следующие этапы, это отопление, электричество, разводка электричества, окна, кровельные работы. Ну и дальше уже наполнение его, вот такая отделочная часть. Фасадная отделка. Как я уже рассказывал, у нас идет соломенная панель, обвязка, потом 2 сантиметра штукатурки. Здесь уже под вензазор, под вот этот каркас заложена доска внутри. Она идет вот здесь горизонтально. И по ним, как по маякам, оштукатурена. Финишная отделка здесь будет фальцевая кровля. Она будет и на крыше, и на стене. Стиль Барнхаус, он без свесов. Поэтому под фальцевую кровлю нужна обрешетка. Здесь вот она представлена. То есть здесь уже видно вензазор сделан и обрешетка. Финишные отделки, работы по фальцевой кровле заключаться будут только в том, чтобы ее сюда прикрутить. Всю остальную работу мы уже проделали на производстве. Ну вот мы уже находимся внутри дома. Вот уже сейчас это все обретает какие-то очертания. Вот мы можем посмотреть по плану, что вот это пространство, оно несколько занижено. Это место бильярдной. И над ним, над бильярдной зоной, находится уже дополнительное пространство. Можно использовать как дополнительную комнату. Вот. Ну вот это план первого этажа, который можно посмотреть, поскольку, наверное, сейчас не так это видно. Вот здесь вот четко понятно, что пространство разделено на 2 части. Оно открыто, пересекает друг друга. Сразу же закладываем электрику. Здесь заложены подрозетники и выведена гофра. Также на этой стройке мы впервые используем наши новые панели перегородок. Они собираются по каркасной технологии из сухой строганной доски. С 2 сторон мы зашиваем ГВЛ, внутри заполняем измельченной соломой. Хорошая звукоизоляция достигается 2 компонентами. Это звукорассеивание и звукопоглощение. Твердые предметы звук поглощают, а рыхлые предметы звук рассеивают. В данном случае 2 слоя ГВЛ с 2 сторон
работают как звукопоглощающие материалы, а измельченная солома внутри перегородок работает как звукорассеивающая, потому что она рыхлая.